Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу об одном очень эффективном способе, который помогает избавиться и нам уже помог, как и помог многим людям, от трипса на огурцах. Хотя трипс может вредить 400 растениям, поэтому он присутствует не только на огурцах, но и на томатах, и на баклажанах, и на перце, буквально на всех видах огородных культур. Поэтому борьба с трипсом — это очень важное агротехническое действие, друзья. Вот вдумайтесь в эту цифру. Одна самочка откладывает до 100 яиц, и через 6-8 дней из этих 100 яиц появляется 100 личинок, которые ползают с нижней стороны, с верхней стороны листочка, вгрызаются, высасывают соки, и в конце концов размножение трипса на растениях достигает настолько массового характера, что растения после сильного угнетения погибают. Давайте осмотрим, как выглядят последствия наличия трипса на наших огурцах. Огурчики у нас молодые, мы их недавно, буквально неделю назад высадили в открытый грунт, друзья. И вовремя заметили, что на них присутствует трипса. Видите, вот следы, остаточные следы, вот эти вот пятнышки. Это говорит о том, что трипс уже свое черное дело делал на наших растениях. Мы вовремя обнаружили и вовремя его остановили. Обработка, о которой я сейчас и буду рассказывать. Видите, на верхних листах уже такого не наблюдается. Одно растение, либо 1000 растений. Разницы нет. Бороться с трипсом необходимо при первом же его обнаружении. К сожалению, я сейчас не могу его показать вживую, чтобы вы увидели. Но я думаю, по признакам с верхней стороны листа вы поймете, если вдруг, чего крайне вам не желаю, друзья, если вдруг завелся трипс, вы его обнаружите по вот таким проявлениям. Обнаружить его затем можно с нижней стороны листа, присмотревшись в линзу. Линзу купил я в канцелярском магазине, ничего сложного. Тоже, я считаю, необходимый инструмент огороднику по обнаружению различных вредителей. Паутинного клеща, трипсов в том числе. Потому что вот личинка, которая вылупляется через 6-7 дней после откладки яиц самочкой, имеет длину 0,25 миллиметра. Это очень мелко, друзья, поэтому увеличительное стекло существенно помогает нам обнаруживать этого грозного, мелкого, но грозного вредителя. Друзья, на помощь нам приходят два биологических препарата. Кстати, некоторые огородники, выращиватели растений советуют применять тяжелую химию, друзья. Но по возможности, вот хотя бы как минимум на огурцах, когда плодоношение здесь может начаться уже через несколько дней, тяжелую химию я бы не советовал применять. Поэтому мы применяем и применяли, вот обработку проводили несколько дней назад, применяли два биологических препарата. Об одном я уже недавно рассказывал. Это препарат Актоцид на основе аверсектина, 0,5 грамма действующего вещества. Друзья, я всегда говорил, что смотрите по действующему веществу. Аверсектин — это для тех зрителей, кто не сможет найти препарат под таким названием. Жители Украины под этим названием препарат, в принципе, могут приобрести у нас в интернет-магазине. Ссылку оставлю внизу. Друзья, и боверин. Боверин — это широко распространенный биологический препарат, который, в принципе, можно найти во многих странах. Применяется от белокрылки и трипсов. Это основное предназначение вот этого препарата. Из какого расчета мы составляем баковую смесь? Так как это оба биологических препарата, то без проблем их можно совмещать в одной баковой смеси. 60 мл актоцида, а еще лучше 80 миллилитров. Актоцид не является фитотоксичным, поэтому повышение нормы до 80 миллилитров не будет вредить никоим образом нашим растениям. Так что лучше 80 миллилитров актоцида и порядка 300-500 миллилитров боверина. 3-5% раствор должен быть в рабочей смеси. Соответственно, на 10 литров это 300-500 миллилитров. Препараты недорогие, но для таких случаев они просто незаменимы. Друзья, составили баковую смесь в указанных пропорциях, как я только что назвал, на 10 литров. И работаем по растению, по верху листьев, снизу, по листочкам и даже почву работать в теплую погоду, чтобы температура воздуха была не ниже 18 градусов и не выше 28 градусов.
Желательно, чтобы не было прямых солнечных лучей. То есть, чтобы была теплая погода, но прямых солнечных лучей, чтобы не было. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, что именно такая обработка, безопасная для нас с вами и для растений, поможет вам в борьбе с трипсом в случае его обнаружения на ваших растениях. Друзья, срок ожидания не менее 2 дней. После 2 дней, в принципе, огурцы можно употреблять в пищу.